Салют, вас на канале Майк Шоу, с вами Майк Орион. В этом видеоролике мы разберем сюжет и игровые механики такой игры, как Starfield. Приятного просмотра! Для удобства разбора и понимания сюжета я буду называть главного героя Майкл, ведь мы сами можем выбирать его имя. Сюжет Starfield начинается с того, что Майкл отправляется в шахты по добыче полезных ископаемых со своими напарниками Лин и Хеллер. С помощью электрического бура главный герой добывает необычный артефакт. Коснувшись его, Майкл теряет сознание и видит галлюцинации. Затем члены команды и главный герой хотят отправиться на корабле на базу, но им мешают космические пираты. Уничтожив их всех, они продолжают намеченный путь. Они встречают одного из членов команды по имени Берет. Он передает корабль главному герою и просит его перевести артефакт созвездия. Вы думаете, в данной игре можно пересекать бесконечный космос и рассматривать каждую планету полностью? Конечно же нет. Вы можете только перемещаться из одной локации в другую с помощью гиперпрыжка и летать рядом с орбитой, а сами локации планеты полностью ограничены. На корабле Майкл отправляется на базу, которую нужно зачистить, чтобы забрать еще один артефакт. Забрав его, главный герой отправляется на одну из планет, похожую на Землю, в город Атлантис. Там он встречает членов созвездия Сару и Уолтер. Положив несколько артефактов вместе, все увидели, что артефакты выстраиваются в виде сферы. Затем Майкл и Сара отправляются на поиски знакомого по имени Мартин. Они узнают, что он находится на космической станции, летающей вокруг Луны. Но на этой станции обнаруживается много убитых. Зачистив станцию, главный герой садится на свой корабль, и его атакуют другие корабли. Когда бой заканчивается, Майкл и Сара проникают на корабль и спасают человека. Он передает нам часть артефакта. Затем они возвращаются на базу созвездия. Там Майкл встречает Сэма, который одет как ковбой. Вместе они отправляются на планету Акила, где находится следующий артефакт. Главный герой встречает местного шерифа Даниэля. Майкл помогает спасти заложников. С Сэмом главный герой проникает в картотеку, но не находит нужных документов и карт. Их скрыл Даниэль, но Майкл убеждает его. Даниэль отдает карту, ведущую к артефакту. Расчистив путь от рейдеров и монстров, главный герой проникает в пещеру и забирает артефакт. Вернувшись в созвездие, Майкл встречает Лин. Она рассказывает, что на них напали. Часть людей убили, а других взяли в плен. Главный герой отправляется на помощь. Майкл находит Хеллера, которого похитили. Он рассказывает, что вместе с Берретом они оказались пленниками пирата. Они притворились, что дерутся, затем охранники вошли внутрь камеры, Беррет схватил пистолет и выстрелил в пирата, что привело к взрыву. Корабль упал, и они освободились, а главный герой спасает их. Затем мы отправляемся к чистокровному русскому по имени Владимир, который очень похож на русского. Он рассказывает информацию об артефактах. По ходу продвижения за артефактом Майкл встречает Андреаду. Затем мы опять возвращаемся к Владимиру, который очень похож на русского, который дает нам координаты других артефактов. Отправившись в старый храм, главный герой обнаруживает аномалию в виде колец, которые крутятся по кругу. С помощью них Майкл обретает новые сверхъестественные способности. Уолтер рассказывает главному герою, что следующий артефакт находится у таинственного человека, у которого Уолтер хочет приобрести данный артефакт, и он просит Майкла отправиться вместе с ним. В ночном клубе происходит сделка, и главный герой забирает артефакт. Оказывается, этот артефакт принадлежал Слейтону, и он был украден. Слейтон — давний знакомый Уолтера. Он отпускает нас и дает нам выбор, что делать с человеком, который украл артефакт. Оставить его в живых или убить — все зависит исключительно от вас. Отправившись на корабль в космос с артефактом, главный герой замечает неизвестный корабль. Майклом разговаривает неизвестный по имени Охотник. Он намерен отобрать артефакт, но главный герой быстро уходит от него. Главный герой возвращается назад, опять отдавая артефакты созвездию. Владимир передает нам новые координаты артефакта. Главный герой добывает артефакты в грунте, параллельно отбиваясь от охотника, который спаунится рядом с рудами, в которых находится артефакт. Затем главный герой узнает, что еще один артефакт находится на космической базе Петрова. Под предлогом продажи вещей главный герой проникает на корабль. Используя хитрость, Майкл просит Петрова показать его коллекцию, а именно артефакт. Главный герой угрожает оружием Петрову и забирает артефакт. Вернувшись на созвездие, главному герою докладывают, что часть команды не отвечает. Владимир выходит на связь, говоря, что на него напал охотник, и он направляется за ними. Главный герой и его товарищи покидают базу созвездий и эвакуируются с артефактами на космическом корабле, параллельно отступая и убегая от охотника. Затем Майкл отправляется на выручку Владимиру. Вся команда жива, кроме Сары. Чтобы узнать информацию об артефактах и охотнике, главный герой отправляется за фанатичкой, у которой есть информация. Она рассказывает безумные легенды, в которых скрыты координаты артефакта. Там главный герой и Сэм находят таинственный механизм прошлого. После его активации они покидают планету и отправляются в космос. С этого момента с главным персонажем начинают происходить непонятные
непонятные вещи. Затем они встречаются с охотником. Они встречают охотника в космосе, который не настроен враждебно. Чтобы узнать тайну артефактов, главный герой пристыковывается своим кораблем к кораблю охотника. Майкл узнает, что все это время охотником был Уолтер, и одним из таких же охотников является Сара, которая погибла. Они рассказывают, что они не из этой вселенной, и что есть множество вселенных, и они не раз путешествовали через них с помощью этого артефакта. Они называют себя звездорожденными, а сам процесс перерождения в другой вселенной называется единство. Главный герой и звездорожденные объединяют свои силы, чтобы собрать все артефакты. Параллельно главный герой слышит сигналы СОС на одной из планет. Майкл отправляется туда, но с базой все нормально. Но в какой-то момент мы перемещаемся в одну вселенную, где произошел взрыв и выжил только один человек. Главный герой понимает, что это вызвано генератором или же, возможно, тем таинственным механизмом, который мы активировали ранее. Главный герой отключает генератор, и у него есть выбор, в какой вселенной остаться. Затем главный герой отправляется на заброшенную станцию НАСА, где главный герой находит последний артефакт. Главный герой понимает из записей, что планета была уничтожена из-за артефакта. Теперь главный герой встречается с звездорожденными. Теперь у нас есть три концовки. Первая концовка — это когда мы выбираем сторону Сары и убиваем охотника Уолтера. Также главный герой становится хранителем культа и артефакта. То есть Сара, она представляет своего рода оккультную часть тех звездорожденных, а Уолтер представляет индивидуалов, которые сами путешествуют по себе. Вторая же концовка — это когда главный герой выбирает сторону охотника и убивает Сару и других оккультистов. Третий — никто не погибает, и главный герой не занимает ни одну сторону. Все концовки в итоге ведут нас к перерождению, который дает нам костюм и корабль звездорожденных. И все начинается заново. Мы опять начинаем искать эти артефакты, и это безумие продолжается заново. Четвертая же концовка дает нам возможность остаться в нашей вселенной и в любой момент попасть опять в единство. Могу с уверенностью сказать, что ожидания от этой игры не оправданы из-за наличия багов, скучных побочек, отсутствия свободного передвижения по космосу, плохая графика, непроработанная анимация оружия, да и сюжет довольно-таки скучноватый и неинтересный, который зациклен на просто сборе артефактов. Печально наблюдать за тем, как создатели таких игр, как Skyrim, Fallout и других культовых игр создают такой отстой. Не рекомендую, конечно, эту игру, сюжет очень скучный и банальный. Оптимизация тоже недоработана. Возможно, просадка FPS даже на обычных локациях. Можно пройти эту игру, если вы фанат данной компании. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем успехов и пока.